Когда мы слышим фразу «рак четвертой стадии», она звучит пугающе. Но давайте разберемся, что это значит. Рак четвертой стадии – это форма заболевания, при которой опухоль распространилась на другие органы или ткани, то есть дала метастазы. Но важно понимать, четвертая стадия – это не конец. Этот диагноз означает, что болезнь требует комплексного подхода и своевременного метода лечения, которые сейчас доступны. Существуют виды рака, при которых пациенты с этим диагнозом живут десятилетиями, а некоторые полностью выздоравливают. Например, благодаря таргетной терапии, иммунной терапии при раке легких или меланоме выживаемость существенно повысилась. Главное не терять время. Помните, рак четвертой стадии – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Меня зовут Анастасия Мочалова, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук. В этом ролике я расскажу, сколько живут при четвертой стадии, можно ли излечиться полностью и что делать, если вам поставили этот диагноз. Что такое четвертая стадия рака? От чего зависит стадия? Есть ли взаимосвязь между размером опухоли и стадией? Не пропустите, потому что я расскажу одну удивительную историю исцеления от рака четвертой стадии. Четвертая стадия рака, также известная как метастатический рак, для подавляющего большинства онкологических заболеваний означает, что опухоль распространилась за пределы первоначального места возникновения и затронула другие органы или ткани. Стадии рака устанавливаются на основании различных факторов, включая: первое – это размер опухоли. Величина первичной опухоли может влиять на стадию, но не является единственным критерием. Второе – состояние лимфатических узлов. Например, есть ли метастазы в регионарные лимфатические узлы? Это может значительно повлиять на стадию. Например, рак молочной железы. Размер опухоли соответствует первой стадии, но при этом есть метастазы в подмышечные лимфатические узлы, и таким образом стадия становится второй. Третье. Наличие метастазов. То есть, распространен ли рак на другие части тела и где именно есть метастазы. Например, первичная опухоль обнаружена в желудке, но есть изменения по брюшине. Это значит, что заболевание распространенное, метастатическая стадия четвертая. То есть, если говорить в общем, то рак четвертой стадии устанавливается тогда, когда заболевание распространилось на другие органы. Прогнозы при четвертой стадии. Прогноз зависит от биологических особенностей опухоли. Есть высокоагрессивные опухоли, которые быстро метастазируют и прогноз хуже. Есть низкоагрессивные опухоли, которые протекают достаточно благоприятно. Второе, от чего зависит прогноз, это локализация опухоли и метастазов. Так, например, метастазы в печень, в легкие, они протекают более тяжело и агрессивно, чем, например, метастазы в лимфатические узлы и кости. Также важны такие факторы, как общее здоровье пациента, сопутствующие заболевания, возраст, те препараты, которые пациент получает на момент постановки диагноза. Друзья, сам факт наличия четвертой стадии онкологического заболевания не говорит о том, что ничего нельзя сделать. У нас очень много примеров пациентов, которые обратились к нам уже с распространенной стадией заболевания, но при этом благодаря своевременному лечению заболевание под контролем, и они могут вести нормальный образ жизни. Так, например, у меня в клинике наблюдается пациентка, которая обратилась к нам с четвертой стадии опухоли желудка с множественными метастазами, у которой мы выявили достаточно редкую мутацию, и она начала получать иммуно-онкологическую терапию. В настоящий момент у нее достигнут полный регресс заболевания, никаких метастазов не определяется, и она продолжает работать и вести активный образ жизни. То есть у нее на момент установки диагноза был четвертой стадии рак желудка, а сейчас в настоящий момент полная ремиссия. Относитесь к стадии как к той информации, которая необходима вашему врачу для подбора правильной терапии, а не как к той информации, которая к чему-то вас обрекает. Что делает лечение четвертой стадии рака успешным? Конечно, это современные методы лечения. Основой современных подходов к лечению онкологических заболеваний являются принципы персонализированной онкологии. Так, например, если говорить про лечение одного и того же заболевания у разных пациентов, лечение будет специфично под каждого пациента. Потому что уникальные особенности каждого человека и опухоли, они определяют наиболее эффективную терапию. Мы применяем в своей практике генетические исследования для подбора лечения. Обязательно учитываем сопутствующие заболевания пациента и его общий соматический статус на момент установления диагноза. Какие же основные принципы персонализированной медицины? Про основные методы персонализированной терапии
у меня есть ролик, посмотрите его. Хотелось бы затронуть тему, которая очень важная, интересная и очень тонкая. Это уязвимость онкологических пациентов перед шарлатанами. Мы в клинической практике часто видим людей, которые, столкнувшись с таким грозным диагнозом, обращаются за помощью к разным псевдоспециалистам. Люди находятся в панике, в отчаянии, и очень часто в этот момент попадаются недобросовестные помощники, которые отправляют этих пациентов для лечения методами нетрадиционной медицины. Буквально недавно у нас на приеме была молодая женщина, 45 лет, которая на протяжении 3 лет лечила рак молочной железы с помощью применения разных трав, энерготерапии, использования иглорефлексотерапии. Естественно, никакого эффекта получено не было. К нам она уже приехала с распадом молочной железы, с множественным метастатическим поражением легких, и, в принципе, у нее достаточно благоприятная форма онкологического заболевания, которая сейчас очень хорошо поддается лечению гормональным, комбинированным гормональным препаратом. О чем это говорит? Что если бы она начала эту терапию 2 года назад, в момент установки диагноза, то нам удалось бы ее радикально вылечить, и она бы была бы излечена полностью, а сейчас, спустя это время, она уже пришла с метастатической формой болезни. Поэтому, если вы или ваши близкие столкнулись с онкологическим диагнозом, не нужно паниковать и искать помощи у непроверенных людей. Найдите своего врача-онколога, и у нас, например, в команде есть психолог, который занимается консультированием и помощью пациентам и родственникам, которые впервые столкнулись с этим заболеванием. Ссылку на сайт оставлю в описании, можно ознакомиться. А теперь расскажу обещанную историю, которая меня очень взволновала. Ко мне обратился за помощью молодой парень 43 лет с распространенным опухолевым процессом кишки. У него были метастазы в печени, в легких, состояние его было крайне ослабленное, у него была нутритивная недостаточность, он очень сильно похудел и не мог заниматься обычными жизненными вещами, потому что был прикован к постели. В регионе по месту жительства ему провели 3 линии химиотерапии, достаточно агрессивной, но, к сожалению, никакого эффекта не было получено. Когда он приехал ко мне, основной его запрос был в том, чтобы назначить ему обезболивающую терапию, назначить ему какую-то поддерживающую терапию и, если можно, еще что-то сделать. Мы выполнили ему генетический анализ, и каково же было наше удивление, когда мы ему выявили достаточно редкую ситуацию, это микросателлитную нестабильность в опухоли. Это говорит о том, что опухоль его чувствительна не к химиотерапии, а к иммунной терапии. Он начал получать новый иммуноонкологический препарат, и буквально после 2 введений была зарегистрирована выраженная положительная динамика. Он стал есть, у него улучшились все показатели лабораторных анализов, у него уменьшился объем опухоли, состояние его положительно улучшалось с каждым разом, и сейчас он даже вышел на работу и ведет нормальный полноценный образ жизни. Это говорит о том, что даже в самых тяжелых ситуациях, при 4 стадиях не стоит отчаиваться, всегда нужно искать врача и дополнительные методы лечения.